Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Сегодня, используя две замечательные фанерные заготовки, которые, кстати говоря, мы делаем своими руками, и покупную заготовку фанерного дракона, мы сделаем маленькую летнюю сумочку. Подобные сумочки мы уже видели у знаменитых мастериц. Вдохновились, но решили сделать, как всегда, собственную сумочку по своему разумению, со своим стилем и характером. Поэтому одну заготовку для крышечки и дракончика мы пока откладываем в сторону и начинаем работать с донышком. Диаметр заготовки у нас 15 сантиметров. Ссылку на видео о том, как мы делаем фанерное дно, оставим под видео. Это будет не очень большая, но и не слишком маленькая сумочка. Все-таки хочется, чтобы кроме телефона и кошелька в нее еще могло что-нибудь полезное поместиться. Итак, начнем. Для работы нам понадобятся подготовленные трубочки. О том, как их сделать и подготовить, у нас есть отдельное видео. Ссылку на него тоже будет под этим видео. В качестве подставки я буду использовать жестяную баночку высотой 15 сантиметров. Итак, вставляем трубочки по периметру фанерной заготовки в каждое отверстие. После того, как вставили все трубочки, переходим к плетению валика, который соединит заготовку с будущим плетением. Берем трубочку, заводим за соседнюю и просто опускаем вниз. Теперь берем следующую, заводим за соседнюю и тоже опускаем вниз. И так мы заплетаем все трубочки по кругу, не пропуская ни одной. Мы подошли к тому месту, с которого мы начинали плести, и у нас осталась последняя торчащая трубочка. Сейчас мы ее заправим. Для этого мы приподнимем ту трубочку, с которой начинали. Увеличиваем петельку, заводим в нее последнюю трубочку и опускаем вниз. У нас получилось такое своеобразное солнышко. Теперь для того, чтобы его укрепить, и впоследствии не осталось зазора между донышком и валиком, мы сплетем веревочку из двух трубочек. Мы просто вставляем трубочки в плетение и сразу начинаем оплетать. Верхняя трубочка у нас уходит вниз, под стоечку, нижняя наверх. Так по порядку мы оплетаем каждую стоечку. При плетении мы попутно поправляем и выравниваем трубочки. Таким образом закрываем край фанерного дна и проплетаем по кругу. Мы проплели веревочкой по кругу и теперь подходим к тому же месту, где мы начинали. Нам нужно закрыть ряд. Для этого мы также проплетаем и теперь просто прячем наши кончики в плетение. Если конец трубочки слишком длинный, подрезаем и заправляем его в плетение между фанерным дном и стоечкой. Расправляем трубочки, поправляем плетение. Все, ряд у нас закрылся. Дальше мы будем плести без подставки. Теперь мы переворачиваем наше плетение. Сейчас будем плести валик на 4 трубочки. Мы уже подробно показывали, как плести валик на основе фанерного дна. Ссылка на этот ролик будет под видео. Выбираем 4 трубочки, совершенно с любой стороны. Берем трубочку внизу, соответствующую с крайней слева. И теперь мы ее прокладываем перед 4 нашими трубочками. Заводим ее за пятую. И вот здесь мы ее аккуратненько подрезаем. И также мы поступаем со всеми нашими трубочками. Следующую трубочку мы тоже кладем параллельно этой трубочке. За соседнюю трубочку теперь уже верхнюю стойку. Вот видите, да, она немножечко поджимает этот конец, чтобы он не выпрыгивал. И ее мы тоже режем. И так мы поступаем со всеми трубочками. Дальше мы даже можем не пересчитывать. Мы просто берем следующую крайнюю лево и заводим ее за стоечку. Следующую по порядку. Каждая последующая трубочка удерживает обрезанный хвостик предыдущей и закрывает некрасивые концы в плетении. Здесь очень важно определиться с длиной хвостика,
который вы оставляете после обрезки, потому что слишком короткий хвостик выскакивает из плетения, а слишком длинный будет торчать наружу. Мы плетем валик из трубочки, накрученной на спицу 1 мм. Полоску бумаги для накручивания используем шириной 10 см. Поэтому трубочки очень плотные, и валик получается аккуратным. У нас осталось только 3 последние трубочки, и мы будем заканчивать плетение нашего валика. Также заводим трубочку за стоечку, подрезаем, а кончик, который у нас остается, прячем под трубочку в плетение. Следом идет вторая трубочка. Ее мы тоже подрезаем и заправляем в плетение. И вот, наконец, у нас осталась последняя трубочка. Плетение очень плотное. Соблюдая рисунок, оплетаем единственную недоплетенную стоечку. Подрезаем трубочку и точно так же хвостик прячем в плетение. Поправляем наше плетение, чтобы трубочки легли ровно. У нас трубочки практически сразу ложатся как нужно, из-за того, что отверстия в фанерном донышке расположены очень близко. Теперь берем 2 рабочие трубочки и подставляем их в плетение к стоечкам. Если боитесь, что выпадут, их можно подклеить. Начинаем оплетать по 2 стоечки. У нас трубочки расположены очень близко друг к другу, поэтому мы объединяем по 2 стойки в пучок и оплетаем их. Оплетаем первую пару простой веревочкой. Внешняя трубочка заходит внутрь, внутренняя становится внешней. Расправляем. Сейчас они, конечно, еще пока не стоят твердо на своих местах, но это быстро очень, буквально с 3-го ряда уже исправится. Не забываем изнутри поддерживать свое плетение. И опять выбираем пару, оплетаем ее самым простым, но достаточно красивым плетением. Сразу хочу напомнить, что объединяем стоечки в пары только в том случае, если количество отверстий в донышке четное. Если количество нечетное, то такой способ плетения вам не подойдет. Вот так достаточно быстро мы проплели первый ряд и перешли на плетение второго ряда. Для того, чтобы защитить наше донышко, буду использовать обычную салфетку. Мы плетем 3-й ряд. Для удобства плетения мы взяли обрезок линолеума, скрутили его рулончиком и вставили в центр. Это очень удобно, так как линолеум подходит под любую окружность, хорошо держит форму и его удобно оплетать. У нас получается идеально ровный круг, из-за того, что стоечки не заваливаются внутрь изделия. Мы проплели почти 13 сантиметров. Наши стоечки стали совсем короткими. Сейчас мы отрежем ножницами по 1 трубочке в паре, то есть каждую правую стоечку. На ее место потом добавим новую увлажненную трубочку. Из этих новых трубочек мы впоследствии и будем плести загибку. Итак, начинаем. Обрезаем все правые трубочки в паре. А потом я планирую сплести еще 2 рядочка, чтобы закрыть все пеньки от срезанных трубочек. Вот у нас осталось по 1 стоечке в каждой лунке. И теперь между стоечкой и пенечком от правой стойки мы будем добавлять новые увлажненные длинные трубочки, а потом будем оплетать их вместе простой веревочкой, подставляя справа новые длинные трубочки с каждой стоечки. Таким образом у нас не изменится рисунок плетения и останется, как было, 2 стоечки в плетении. Для удобства увеличиваю лунки инструментом, подставляю новую стоечку, а после оплетаю ее и так поступаю до самого конца ряда. Таким образом мы нарастили все стоечки. Теперь будем срезать все оставшиеся короткие, а потом оплетем длинные вместе с пенечками, оставшимися от срезанной трубочки. Последним рядом плетения мы практически полностью закрываем пенечки и укрепляем новые трубочки в плетении.
Высота нашего плетения 14 сантиметров. В этом месте мы начинали плетение, и в этом же месте нам нужно его закончить, для того, чтобы сохранить одинаковую высоту изделия со всех сторон. Сейчас мы спрячем наши кончики в плетение. Для этого доходим трубочкой до ближайшей стойки, примеряем трубочки под углом и срезаем. Углубляем лунку, заправляем трубочку в лунку к стоечке. Следующую трубочку подводим к следующей стоечке. Также отмеряем, подрезаем и заправляем. Теперь начинаем плести загибку. Берем стоечку, заводим ее за соседнюю и добавляем дополнительную трубочку в петельку. Эта коротенькая трубочка у нас будет сигнальной. Точно так же мы заводим и опускаем вниз вторую стоечку, а потом третью. Теперь мы берем крайнюю левую трубочку, проводим перед стойкой, заводим за соседнюю, загибаем вниз и аккуратненько подрезаем. Мы уже показывали, как сплести загибку из 3 трубочек. Ссылка на более подробный ролик, как сплести загибку, будет под видео. Теперь берем стоечку, загибаем ее и прижимаем ей отрезанный кончик. У нас в руках осталось 3 трубочки, значит, все происходит верно. Продолжаем плести. Берем крайнюю левую, пропускаем одну стоечку, заводим за вторую и опускаем ее вниз. Подрезаем хвостик и прижимаем хвостик стоечкой. И таким образом мы оплетаем по краю всю нашу сумочку. Каждый раз в руках у нас должно оставаться 3 трубочки. И вот у нас в руках 3 трубочки. И осталась последняя стоечка. Мы берем крайнюю слева, вытаскиваем нашу сигнальную трубочку и в образовавшуюся петельку вставляем трубочку и подрезаем ее. Вслед за трубочкой в петельку мы отправляем последнюю стоечку и прижимаем ей пенечек. Вот у нас в руках опять 3 трубочки. Берем крайнюю слева, заводим ее в следующую петельку. Потом поправляем ее, чтобы она легла перед трубочкой. Опять берем крайнюю трубочку и вставляем ее в следующую петельку. И вытягиваем трубочку вниз. И, наконец, у нас осталась последняя трубочка. Обрезаем ненужные трубочки, которые мы уже завели в петельки. Для удобства вставляем инструмент снизу в следующей петельке и вытягиваем последнюю трубочку под загибкой. Обрезаем хвостик трубочки. Проверяем, поправляем и выравниваем загибку. Основная часть сумочки готова. Переходим к изготовлению крышечки. Мы используем точно такую же самодельную фанерную заготовку, как и для изготовления донышка. Диаметр заготовки 15 см. В ней 36 отверстий диаметром 6 мм. Нашу заготовку мы окрасили морилкой орех плюс палисандр 50 на 50 и украсили фигуркой дракона, купленной в магазине товаров для рукоделия. Фигурку к донышку мы приклеили с помощью клея титан и усилили крепление дополнительно 2 шурупами. Итак, начнем приручать дракона. Для этого нам понадобится подставка высотой около 10 см. В качестве подставки мы будем использовать банку. И бумажные трубочки мы будем использовать точно такие же, как для плетения основной части сумки. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Длина трубочки у нас 30 см. Высота банки только 10. То есть в нижней части крышечки у нас будет торчать короткая часть трубочки, около 10 см. А сверху длинная, около 20. Вставляем 2 трубочки и сразу же левую трубочку загибаем за правую. Мы будем добавлять справа по одной трубочке и сразу же оплетать их. Прием очень простой. Добавляем трубочку в отверстие, огибаем ее предыдущей и сдвигаем заготовку. Итак, вставляем и оплетаем
все трубочки по кругу. Мы подставляем последнюю трубочку, огибаем ее предыдущей, поднимаем петельку и заводим туда последнюю трубочку. Теперь берем рабочие трубочки и подставляем их в плетение. Мы даже подклеивать их не будем, просто подставляем. Подставили рабочие трубочки и оплетаем стойки простой веревочкой. Оплетаем, мы немного подтягиваем и сразу выравниваем стоечки. Для того, чтобы соблюсти необходимый размер крышки, мы используем для плетения веревочкой более тонкие трубочки, скрученные из бумажной полосы шириной 7 см. Со стоечками обращаемся аккуратно, стараемся их не мять, они понадобятся нам для загибки. Вот что у нас получается. Продолжаем плести простой веревочкой по кругу. Мы проплели по кругу и подошли к тому месту, с которого начали. Здесь рабочие трубочки нам больше не понадобятся, поэтому мы подрезаем и заправляем их в плетение под стоечки. Вот что у нас получилось. Есть верхняя часть, оплетенная по кругу, и есть нижняя часть. Под заготовку мы подложим ткань, чтобы нам удобнее было вращать заготовку при плетении. Мы переворачиваем заготовку. Тут у нас целый лес трубочек. Длинные трубочки мы пока не будем трогать. Нам сейчас понадобятся коротенькие. Оплетаем коротенькие трубочки, чтобы у нашей крышки появился небольшой внутренний бортик. И сама сумка смогла надежно закрываться. Снова берем 2 рабочие трубочки, подставляем их в плетение. Теперь будем оплетать по 2 стоечки, поэтому выбираем сразу пару. При плетении внутреннего бортика необходимо придать стоечкам небольшой наклон. Во время плетения мы наклоняем стоечки в середину крышки. Угол наклона примерно 10-15 градусов. Бортик у нас будет небольшой. Проплетем всего 3 рядочка. Немного подрезаем кончики трубочек, которые мы подставили в плетение. Теперь они у нас никуда не убегут, и продолжаем плести. Вот мы и завершили первый ряд. Переходим на второй. Теперь закончили плетение второго ряда. Переходим на третий. Но прежде чем плести третий ряд, мы срежем по одной трубочке из пары. Здесь все равно, какую стоечку отрезать. Я буду срезать каждую правую. Мне так удобнее. Отрезаем стоечки покороче, чтобы их пеньки нам не мешали. Это нужно для того, чтобы было легче сделать загибку в конце третьего ряда. Таким образом мы срезаем все правые стоечки по кругу. После того, как мы отрезали все правые стоечки, плетем третий и последний ряд внутреннего бортика, так, чтобы закрыть пенечки. Теперь оплетаем по одной стоечке, также сохраняя угол наклона. Мы проплели полных 3 ряда и прячем рабочие трубочки в плетение. Просто подрезаем, увеличиваем лунки возле стоек и заводим трубочки в соседние лунки. Теперь нам нужно подрезать наши стоечки с таким учетом, чтобы они могли достать до соседней лунки. А кончик на 5-8 мм мы еще могли спрятать в лунку. Доходим до лунки, подгибаем, отмеряем расстояние и подрезаем под углом. Рядом со стоечкой освобождается место и просто заводим кончик в лунку. Все очень просто. Отмеряем, подгибаем стоечку, подрезаем, находим для нее местечко и вставляем. Держится очень хорошо, даже без клея. И так мы поступаем со всеми нашими стоечками. Мы закончили очень простую, но аккуратную загибку. И можем с уверенностью сказать, что внутренний бортик у нас полностью готов. Теперь из оставшихся длинных трубочек будем плести загибку. Здесь у нас должна получиться небольшая, но очень компактная загибка, и мы будем плести загибку розга на 3 трубочки. Такую же загибку мы применяли при плетении верхней части нашей сумки.
только здесь плести ее не очень удобно. Берем стоечку, заводим за соседнюю, вставляем в петельку сигнальную трубочку, заводим вторую стоечку и заводим третью. У нас в руках 3 трубочки. Все то же самое, только теперь плетем плотнее. Берем крайнюю левую, пропускаем одну стоечку, заводим за вторую, огибаем ее и поднимаем хвостик наверх, а потом подрезаем его. Теперь, чтобы этот хвостик у нас не убежал, мы сверху прижимаем его пропущенной стоечкой. У нас в руках опять 3 трубочки. Так как мы уже неоднократно показывали процесс плетения загибки ролика на 3 трубочки, и под этим видео на всякий случай оставили ссылку на мастер-класс по плетению загибки, думаю, что нет особого смысла показывать плетение еще раз. И мы сразу переходим к концу плетения. Мы только что проплели розгу на 3 трубочки по кругу. И сейчас последние хвостики мы обрезаем под корешок как можно короче. Вот такая крышечка у нас получилась. Особенно приятно, что у нее есть внутренний бортик, который будет удерживать крышку. По-моему, достаточно аккуратно получилась окантовка. Примеряем крышку, берем сумочку и вставляем туда крышку. Теперь нужно сделать ручку и прикрепить крышку к корпусу сумки, а также сделать застежку. Как это сделать, вам покажет Андрей. Для того, чтобы сделать ручку, прикрепить крышку и сделать застежку, мы используем ремень, точнее заготовку для ремня. Эту заготовку я купил в магазине по продаже кожи, но можно выбрать и ремень из ваших запасов, то есть любой кожаный ремень. А это вторая часть ремня, предпряжник, которая крепит пряжку к заготовке ремня. Вот таким образом. Вначале мы вырезаем из заготовки ручку для сумки. Размечаем один конец под углом 10 градусов и отрезаем его канцелярским ножом. Потом примеряем полотно к корпусу. Ручка должна быть не слишком большая, но и не слишком маленькая, чтобы крышка свободно открывалась. Поэтому в примерке участвует и сама крышка. Отмеряю, размечаю под углом второй конец ручки. Также его отрезаю. Длина ручки у нас будет 68 см. Из оставшегося кусочка ремня мы выкраиваем заготовку для крепления крышки к сумке. Здесь нам нужны ровные концы, поэтому мы их выравниваем и обрезаем. Еще раз прикладываем заготовку. А теперь мы прикрепляем ее к крышке с помощью винтов. Я делаю разметку с таким учетом, что крепление от винтов будет видно в наружной части крышки, поэтому я сразу оцениваю, где лучше будет смотреться крепление. После того, как я вымерил и разметил, сверлю 2 отверстия в крышке. Вначале небольшим сверлом, потом снимаю фаску. Можно снимать фаску сверлом побольше. Фаску снимаем с обеих сторон, для того, чтобы потом просверлить отверстие большего диаметра. Если мы сразу будем использовать большое сверло, фанера может дать сколы и испортит внешний вид изделия. Просверлили отверстие, вставили крепление винтов. Теперь нам нужно наметить, где на кожаной заготовке у нас будут отверстия под винты. Размечаем, прокалываем отверстия шилом, а потом увеличиваем их до необходимого размера. Вставляем винты, примеряем и прикрепляем заготовку к крышке. Вот такое крепление у нас получилось. Начинаем примерять его к сумке. После того, как примерили, отрезаем, чтобы получился нужный нам размер. Отрезали, намечаем отверстие для крепления с этой стороны. Наметили, пробиваем отверстие шилом и вставляем в них винты. Вставили винты, примеряем с внутренней части сумки, чтобы понять, где будем делать отверстие для крепления. Примерили, расширяем отверстие в плетении. Потом вставляем в отверстие ответную часть с резьбой для винтов и прикрепляем крышку к сумке с помощью отвертки. Вот что у нас получилось. За счет большой ширины и толщины ремня крепление крышки достаточно жесткой, крышка удобно фиксируется в открытом положении, а за счет внутреннего бортика она надежно закрывается. Теперь нам нужно сделать удобную застежку.
Для изготовления застежки мы используем предпряжник, часть ремня, которая предназначена для крепления пряжки. Берем предпряжник и обрезаем его в этом месте. За счет того, что в этой части кожи вырублено прямоугольное отверстие, оно имеет минимальное сопротивление на изгиб. Этим обстоятельством мы и воспользуемся для изготовления застежки. Прикладываем металлическую линейку и разрезаем предпряжник. Берем получившуюся заготовку, размечаем ее. Разметить мы можем вот таким ромбовидным пробойником на 2 зубца. Расстояние между зубцами 5 мм. Очень дешево купил набор таких пробойников на Алиэкспресс. Для тех, кому интересно, оставлю ссылку под видео. Можно также сделать разметку для шва с помощью линейки и шила. Прикладываем заготовку к линейке и размечаем. А мы тем временем сделали отверстие для шва и во второй части предпряжника. Обратите внимание, мы просто разрезали предпряжник на 2 части и в обеих частях пробили отверстие для шва. Таким образом у нас получилось 2 части застежки. Берем заготовку, кладем на брусок мягкой древесины, подкладываем пятачок из резины и молотком пробиваем отверстие. Поскольку готовых магнитных замков для сумки в магазине не нашлось, будем делать магнитный замок своими руками. В магазине для рукоделия я купил монетки из тонкой жести. Берем монетку, у нее по краю есть орнамент. Протыкаем по краю необходимое отверстие. Соблюдаем примерно одинаковое расстояние между отверстиями. После этого обрабатываем отверстие с обратной стороны надфилем. Теперь прикладываем монетку к заготовке из кожи и намечаем на коже отверстие по монетке. Прокалываем отверстие шилом, а потом, чтобы удобнее было шить, увеличиваем диаметр отверстий. Берем монетку и магнит. Такие магниты продаются в швейных магазинах и магазинах для рукоделия. Прикладываем магнит вместе с монеткой к заготовке и круглой вощеной нитью для кожи пришиваем монетку к кожаной заготовке. Хочу обратить ваше внимание, что я пришиваю монетку к заготовке 2 иголками. Этот набор иголок я купил в швейном магазине. Хорошие и недорогие иголки для кожи и замши. Прошили монетку по краю и завязываем узелок. А сейчас переходим к другой застежке сумки. Точно так же делаем отверстия в монетке и точно так же обрабатываем их надфилем. Намечаем отверстие на коже заготовки. Только теперь нам для работы понадобится 2 монетки. А магнит будет точно такой же. Прикладываем одну монетку с одной стороны кожаной заготовки, а другую монетку с магнитом с другой стороны. Главное, не перепутайте магниты полюсами. Снова берем 2 иголки и ту же круглую вощеную нить и пришиваем 2 монетки друг к другу одним швом. Пришить 2 монетки несложно, если предварительно хорошо увеличить отверстие шилом в кожаной заготовке. Стараемся подтягивать нитку и шить поплотнее, чтобы магнит не было видно из-под монетки. После того, как прошили шов по кругу, можно подогнуть монетки. Завязываем узелок и прячем узелок вовнутрь шва. Теперь наша задача пришить застежку с магнитом. Для того, чтобы пришить застежку к крышке, выбираем те же отверстия в фанере, которые мы использовали для плетения газетными трубочками. Таким образом, с одной стороны игла входит в фанерное отверстие, а с другой выходит. Поскольку мы используем тонкие нитки, их практически не видно в изделии. Шьем точно так же 2 иголками. Край кожаной застежки заправляем под плетение. В результате у нас получилось так, как мы и задумали. Эта часть застежки надежно закреплена на крышке. Теперь нам нужно прикрепить вторую часть застежки. Определяемся с местом ее крепления и примеряем. Для того, чтобы пришить застежку к сумке, мы будем использовать 2 большие иголки и плоскую вощеную нить. Продеваем нитку в иголку, а потом прокалываем нитку
этой же иглой, чтобы зафиксировать ее на нитке. А на другой конец нитки крепим вторую иголку тем же самым способом. Мы специально используем такие массивные иглы, так как нужно будет прокалывать довольно плотное плетение, а широкие нитки помогут нам надежно зафиксировать кусочек кожи на плетении. Пока мы еще не прошили шов до конца, устанавливаем на застежку кабурный винт диаметром 6 мм. Такой винт применяется на ремнях и портупеях. Этот винт защитит застежку сумки от самопроизвольного открытия. Вставляем винт и ответную его часть с внутренней резьбой, а потом закручиваем винт отверткой. Закрепили винт и продолжаем дальше шить. Мы пришили застежку к сумке. Для того, чтобы застежка фиксировалась на кабурном винте, мы рядом с уже существующим отверстием сделали еще одно отверстие с помощью молотка и пробойника на 5 мм. Мы уже отрезали заготовку для ручки длиной 68 см и подрезали концы этой заготовки под углом 10 градусов. Теперь пробиваем по 2 отверстия с каждого края ручки и вставляем в них винты. Вставили ответную часть винтов с внутренней резьбой. Расширяем отверстие в корпусе сумки. Пока еще сумка не покрыта лаком, это делается очень просто. Берем шило и просто раздвигаем плетение. Потом вставляем винты с наружной резьбой и прикручиваем ручку к сумке. Все закручиваем, подтягиваем, проверяем. Наша сумка практически готова. Для тех, кому интересно, где мы покупали винты и прочие материалы, ссылки оставлю под видео. Вот такая сумочка у нас получилась. На этом приручение дракона считаю законченным. У нас на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, наш опыт будет вам полезен. Всего вам доброго. До свидания.